Несколько минут назад трагически ушла из жизни 25-летняя российская певица и актриса. Скорую помощь вызвали прямо из центрального ЗАГСа города Москвы. Невесту на руках нес ее жених, как оказалось, самый главный виновник трагедии. Жениха тут же арестовала полиция, чтобы родные невесты не устроили самосуд. Певицу не удалось реанимировать, и она скончалась около кареты скорой помощи. Как говорят родные и близкие актрисы, певицу 10 лет преследовал настырнейший молодой человек. Очень толстый и бедный, как о нем говорили подруги. Парень не нравился певице, и она общалась с ним как с другом. Однако поклонник был упорен и в самые тяжелые моменты жизни всегда находился рядом. Он стал для нее подушкой, в которую можно всегда выплакаться, или близкой подругой, которой можно раскрыть все секреты. Певица часто рассказывала ему, с какими парнями встречается и какие планы у нее на будущее. Она даже не представляла, как этими словами сильно ранит его в сердце и какие бури происходят у него в душе. Внезапно парень пропал и появился месяца через 2, похудевший и с большими деньгами. Он стал уверен в себе и более симпатичен. Девушка иначе взглянула на своего бывшего друга. Парень начал заваливать певицу подарками и водить ее по развлекательным заведениям. Через 2 недели они уже жили вместе, ну а через месяц подали заявление в ЗАГС. Мать погибшей певицы говорит, что этот парень будто заколдовал ее, как будто она полюбила его не по собственной воле. Страшная разгадка наступила в день свадьбы. Оказывается, чтобы баловать свою девушку и сыграть свадьбу, парень продал свою 3-комнатную квартиру, в которой жил не только он, но и его родственники. Родных он обманул и заявил, что деньги нужны для бизнеса. В день свадьбы на регистрацию как раз и заявились его родственники, которые заявили, что во всем виновата невеста. Как раз в этот момент был раскрыт еще один страшный обман. Никакой свадебной регистрации не будет, потому что парень подавал заявление по фальшивому паспорту. Узнав все это, несчастная девушка замолчала и отлучилась на какое-то время. Через несколько минут ее нашли мертвой в женской комнате центрального ЗАГСа. Жених был признан невменяемым и проведет свои дни в психиатрической клинике. Так закончилась жизнь российской певицы и актрисы, которая, кстати, в кино тоже играла невесту с несчастной судьбой. Скончалась Андаленко Евгения.